Во время обычного облета Атлантического океана капитан Гарри Томпсон заметил какое-то движение на маленьком острове внизу, и тревога мгновенно охватила его. Несмотря на 15 лет опыта в береговой охране и множество критических ситуаций за плечами, к такому повороту событий он не был готов. Их маршрут пролегал над островом Эстелас, крошечным коралловым атоллом, затерянным в 100 милях к северо-востоку от архипелага Берлингас. Этот остров, известный своей нетронутой красотой и полной изоляцией, очень редко видел посетителей. Когда Гарри слегка скорректировал курс, вертолет плавно проплыл над пустынной полоской земли. Он смотрел вниз на белоснежные пески, тонкую линию, разделяющую море и небо. Внезапно что-то привлекло его внимание. Едва заметное движение на фоне деревьев. Поначалу Гарри отмахнулся от этого, подумав, что это просто игра света или пролетающая птица. Но когда вертолет приблизился к берегу, взгляд мужчины упал на песок за линией деревьев. Там, на белом пляже, огромными отчаянными буквами виднелись буквы «СОС». «Смотри!» — голос Гарри дрогнул, когда он указал своему второму пилоту-сержанту Кристоферу Смит. Глаза Кристофера расширились, когда он всмотрелся в происходящее внизу. Это не случайное послание. Они застряли там, или что-то похуже. Гарри отрегулировал управление, замедляя вертолет, когда они снизились для кружения над островом, и сказал: «Сообщим об этом и мобилизуем спасательные команды. Но давай сначала оценим ситуацию. Сами посмотрим, с чем имеем дело». Кристофер кивнул, уже потянувшись к рации. Когда вертолет снизился, движение, которое заметил Гарри, стало более отчетливым. Около центра острова он увидел немыслимое для этого места группу людей. «Боже мой, посмотри на это!» — крикнул Гарри, чувствуя, как учащается его пульс. «Здесь никого не должно быть». Эстелос — необитаемый остров. Когда они подлетели ближе, сердце Гарри замерло в груди. 3 фигуры на острове отчаянно махали руками. Их истощенные фигуры были видны даже с воздуха. В движениях людей сквозило такое безысходное отчаяние, что Гарри физически ощутил их страх. У кромки воды одиноко лежала выброшенная на берег лодка. «Господи!» — выдохнул он. «Похоже, они здесь уже давно». Растерянность отступила, уступив место решимости. Этих людей нужно спасать прямо сейчас. Чем ниже опускался вертолет, тем яснее становилась вся безнадежность ситуации. Плоская песчаная поверхность острова почти не давала защиты от стихии, а густые пальмовые ветви в центре говорили о том, что единственным укрытием был самодельный шалаш, собранный из того, что выбросило море на берег. «У нас только один шанс», — голос Гарри звенел от напряжения. «Если не вытащим их прямо сейчас, можем не успеть вообще». Даже произнося эти слова, он бросил взгляд на горизонт и понял: их задача стремительно усложняется. Безмятежное еще полчаса назад небо заволокло тьмой. Гарри различил безошибочные признаки надвигающегося шторма. Зловещие тучи, стремительно расползающиеся по небу, несли с собой яростные порывы ветра, от которых вертолет начало раскачивать. Кристофер, второй пилот, тоже заметил перемену. «Гарри, с юго-запада идет беда», — произнес он, вглядываясь в метеорадар. «Грозовой фронт движется с огромной скоростью. Похоже, шторм будет жестоким». Гарри стиснул зубы. «Сколько у нас времени?» — спросил он, хотя уже знал ответ. Кристофер сверился с приборами, перенастроил радар. «Максимум 20 минут, и шторм настигнет нас. Если задержимся, окажемся в самом его сердце». Его лицо помрачнело. Гарри до боли сжал штурвал. Мысли лихорадочно метались в голове. Потерпевшим внизу требовалась немедленная помощь, но проводить спасательную операцию в таких условиях — смертельный риск и для экипажа, и для людей. На острове. Шквальный ветер уже раскачивал вертолет, делая спуск троса практически невозможным. А волны вокруг острова вздымались все выше, исключая даже мысль о посадке на воду. «Сбросим им рацию и припасы», — скомандовал Гарри. «Нужно дать им все необходимое, чтобы дождались нашего возвращения». Экипаж торопливо собрал пакет, еду, воду, медикаменты и рацию. Тщательно упаковав груз, они приготовились к сбросу. Гарри провел вертолет над плоским участком берега и завис. Сверток упал на песок неподалеку от людей, которые тут же бросились к нему. Когда 3 фигуры принялись распаковывать припасы, Гарри схватил микрофон.
«Как слышите?» Его голос дрогнул от напряжения. Сквозь треск помех донесся слабый, дрожащий ответ. «Слышим вас. Спасибо. Помогите, пожалуйста». Говорит береговая охрана. Гарри старался говорить ровно, хотя его сердце безумно колотилось. «Мы пришли на помощь, но надвигается шторм. Вынуждены вернуться на базу. Обещаю, мы вернемся, как только стихия утихнет. Пока держитесь. В сброшенном пакете еда, вода и медикаменты». В эфире повисла тишина, прерываемая лишь потрескиванием помех. Затем снова раздался голос, полный отчаяния. «Нет, не улетайте! Умоляем! Мы здесь уже 32 дня. Ловим крыс, собираем моллюсков, пьем дождевую воду. У Софии критически низкий сахар. Помогите, прошу вас!» Гарри сглотнул комок в горле. «У нас нет выбора», — процедил он сквозь зубы. «В такой шторм спасательная операция, верная смерть. Клянусь, мы вернемся за вами». Стихия набирала силу. Вертолет содрогался от мощных порывов ветра. Гарри видел, как внизу потерпевшие пошатываются под хлесткими каплями дождя. Температура резко упала, воздух наполнился электрическим гулом приближающейся бури. «Гарри, надо уходить!» В голосе Кристофера звучала неприкрытая тревога. «Еще минута, и видимость упадет до нуля. Не успеем опередить шторм. Не выберемся». Гарри медлил, не в силах оторвать взгляд от людей внизу, прижимавших к себе спасительный сверток. Наконец, стиснув зубы, он развернул вертолет. В последний раз оглянувшись, он увидел, как черная стена туч накрывает крошечный островок. Через мгновение хлынул ливень, скрывая все вокруг непроницаемой пеленой. Бессилие терзало его душу. Оставить людей казалось предательством, но шторм не оставил им другого выбора. Попытка спустить трос в такую бурю была бы безумием. Неистовый ветер превратил бы его в смертоносный хлыст. На обратном пути к базе Гарри снова и снова прокручивал в голове случившееся. Отчаянные фигуры внизу, их мольбы о помощи сквозь треск помех. Его мучило не только техническое бессилие перед стихией, но и сама мысль о том, что он оставил людей наедине со смертельной опасностью. Лишь одно немного успокаивало. У потерпевших теперь были припасы, чтобы продержаться до утра. К тому же на базе уже готовили дополнительные патрули и вертолеты для завтрашней операции. Спустя 3 часа, когда они приземлились, дождь сильно барабанил по стеклам аэродрома. Выбравшись из кабины, Гарри почувствовал, как ледяной ветер хлещет по лицу. Он знал, что не сомкнет глаз этой ночью, думая о 3 жизнях, застывших на грани между жизнью и смертью где-то там, на затерянном острове, в эпицентре бури. Ночь тянулась бесконечно. Лежа без сна, Гарри представлял, как эти люди боролись за жизнь все эти дни, цепляясь за последние крупицы надежды. Каким ужасом наполнялись их сердца при виде каждой надвигающейся тучи, как каждая ночь могла стать последней в ожидании спасения, которое, возможно, никогда не придет. С рассветом погода, наконец, смилостивилась, позволив начать спасательную операцию. Вертолет летел над бушующим морем, почти прижимаясь к самым волнам. Приближаясь к острову Эстелас, Гарри чувствовал, как каждый нерв звенит от напряжения. Зависнув над островом, они увидели потерпевших. В ярком утреннем свете их состояние оказалось еще более удручающим. Бледная, почти прозрачная кожа, запавшие глаза, лохмотья вместо одежды. У Гарри сжалось сердце. При виде Софии, которая едва держалась на ногах. Экипаж спустил спасательную люльку. Первым подняли мужчину. Его трясущиеся руки едва смогли ухватиться за страховку. Когда его втащили в вертолет, он хватал воздух мелкими глотками, все его тело било крупная дрожь. Следующей была София. Гарри затаил дыхание, наблюдая, как она пытается забраться в люльку. Пришлось спускать трос медленнее обычного. Каждое ее движение было мучительно неуверенным. В воздухе она казалась невесомой, будто тень. Едва ее подняли на борт, медики бросились оказывать помощь. Последнего спасенного едва не потеряли. Его болтало из стороны в сторону, пока поднимали. Рухнув на пол вертолета, он посмотрел на всех воспаленными глазами и прошептал одними губами: «Спасибо». Вертолет сразу взял курс на берег. Гарри не отходил от спасенных, пока медики боролись за их жизни. София была в критическом состоянии. Дыхание поверхностное, пульс нитевидный. Ей немедленно поставили капельницу с глюкозой, не спуская глаз с показателей приборов. Мужчины лежали на носилках, маленькими глотками пили воду.
Один из них голосом, больше похожим на шелест песка, попытался рассказать. Был сильный шторм. Мы потратили все топливо, пытаясь его переждать. Потом просто дрейфовали. Думали, это конец. «Теперь все позади», — твердо сказал Гарри. При виде берега на горизонте Гарри впервые за весь полет смог свободно вздохнуть. Кошмар этих людей подходил к концу. У больницы их уже ждала бригада врачей. Помогая перекладывать пострадавших на каталки, Гарри задержал взгляд на Софии. Она была без сознания, но врачи уверили, жить будет. «Невероятно, что они выжили», — покачал головой один из докторов. Дни шли за днями, спасенные понемногу возвращались к жизни. Гарри навещал их по крупицам, собирая историю их заключения. Выживали как могли. Соорудили укрытие из того, что море выбросило на берег, ловили все, что двигалось. Каждый день был борьбой за жизнь. Каждая ночь могла стать последней. Когда София начала слабеть, мужчины отдавали ей последние крохи еды. Слушая их, Гарри испытывал глубочайшее уважение к этим людям. Их воля к жизни, способность не сдаваться в самых безнадежных обстоятельствах потрясали до глубины души. Береговая охрана продолжала расследование, но для Гарри все формальности отступали перед главным. Они спасли 3 человеческие жизни. Месяцы спустя Гарри получил письмо от Софии. Она полностью поправилась и вернулась к семье. Писала, что каждое утро встречает как дар свыше, а пережитое научило ее ценить простые радости. Глоток чистой воды, теплую еду, объятия близких. Гарри хранит это письмо как напоминание о том, что человеческий дух способен преодолеть любые испытания. История спасения на острове Эстелос стала легендой береговой охраны, символом того, что надежду нельзя терять никогда. А для Гарри она навсегда осталась моментом истины, подтвердившим правильность его выбора — посвятить жизнь спасению тех, кто оказался на краю гибели. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.